Павел Савинков. Мой поцелуй в шутку назвали пенсионерским. Уманы.ру встретился с Павлом Савинковым и обсудил пенсионерский поцелуй в кадре, актерскую семью и юмор, который спасает на съемках. Павел: во втором сезоне сериала «Улица» сниматься было легче, чем в первом. Да, потому что ты уже знаешь все о своем персонаже, знаешь партнеров, не нужно притираться друг к другу, просто работай себе спокойно, и все. А вот основные трудности были в первом сезоне. Честно говоря, работа над этой ролью была, наверное, самой сложной за всю мою профессиональную деятельность. Просто Андрей очень сильно отличается от меня. Он более тяжелый, суровый и даже более взрослый, чем я. Поэтому мне нужно было многое менять в себе. Это непросто, но чрезвычайно интересно и полезно. Что до сих пор вспоминается со съемочной площадки. Была забавная и нелепая ситуация, когда мы снимались с Лерой Дергилевой в романтической сцене. Ее героиня Алиса целует Андрея, он поначалу отвечает на поцелуй, но потом все же останавливается и говорит, что не стоит этого делать. До этого у меня уже были подобные сцены с другими партнершами, и я никогда не задумывался о них, мы просто играли, целовались где нужно, и все. И я был уверен, что в этой сцене все будет так же, как обычно. И вот во время съемки Лера в тот самый момент подошла ко мне и аккуратно так прислонилась губами. Я немного растерялся и также аккуратно прислонился в ответ. Так мы и прислонялись друг к другу из дубля в дубль. Съемочная группа шутила потом, что это был самый пенсионерский поцелуй во всем сериале. Смеется: вы помните, когда в вашей жизни возникло решение поступать на актерский факультет? Решение возникло, когда я окончил школу и понял, что нужно вообще хоть куда-нибудь поступать. Я решил, что подготовить стихотворение, басню и прозу мне не составит труда. К тому же в театральных вузах не так много общеобразовательных экзаменов. Приехал к ГИТИСу, постоял под забором и решил, что не пойду я на экзамен, все это ерунда, и вообще у меня нет настроения. У меня был в запасе еще год, и я записался на подготовительные курсы в ВГИК. Ужасно зажался на прослушивании. Вспотел, голова закружилась. Но туда брали всех, потому что курсы были платными. Родители, к счастью, смогли их оплатить. В общем, я там худо-бедно занимался, при этом продолжал безумно стесняться. Мне даже девочка одна сказала, что мне не место в этой профессии. Но постепенно я расслабился, раскрепостился, и у меня, что называется, поперло. Я достаточно успешно проходил во все вузы, но выбрал ВГИК. Он мне был наиболее симпатичен, да и курс набирал Алексей Владимирович Баталов.
Как к такому мастеру не пойти? Учиться, конечно, было тяжело. Особенно поначалу. С утра лекции, потом профессиональные предметы, сценическая речь, движение, мастерство. К тому же я ездил учиться из Красногорска, а это 1,5 часа. Часто засыпал в метро. Бывало, просто садился на кольцевую линию и отрубался, катаясь по кругу. Вы признались как-то, что сериал «Счастливы вместе» стал для вас знаковым проектом. У вас даже фотография оттуда висит на холодильнике. Вы до сих пор общаетесь с коллегами по сериалу? С Наташей Бочкаревой и Дашей Соголовой мы общались больше как коллеги. А вот с Витей Логиновым, Сашей Якиным, Юлей Захаровой и Кириллом Кондратовым у нас были дружеские отношения. Я и до сих пор считаю их своими друзьями. Хотя давно не видел Витю и Кирилла, Юлю. Только вот с Сашей Якиным и изредка поддерживаем связь. Интересно, а какие еще фотографии висят на вашем холодильнике? У меня вообще веселый холодильник. Улыбается, на нем куча дурацких магнитов из городков, где мы были. Фотки семьи, наши с сыном рисунки. Из фотографий проектов помимо «Счастливы вместе» висит еще кусочек постера фильма «Упражнения в прекрасном», в котором я снимался. Надо с улицы что-нибудь повесить. В ближайшее время сделаю. Насколько я знаю, ваша жена тоже актриса. Значит, у вас в семье полное взаимопонимание, в том числе и в профессиональной сфере? Да, моя жена тоже актриса, и да, у нас и в профессиональной сфере тоже взаимопонимание. Мы с ней одинаково относимся к работе. И актерскую профессию считаем именно профессией, а не призванием. Актерскую игру не священнодействием, а работой. Да простит меня Щепкин, вы обсуждаете дома рабочие вопросы. Честно говоря, не очень обсуждаем. Мы стараемся разделять работу и семью. К тому же каждому нужно личное пространство. Ваши дети переняли от вас актерские таланты. Видите в ком-то потенциал? Я вообще люблю детей. А своих особенно. Мне очень нравится проводить с ними время. Как они ведут себя, что говорят, это что-то удивительное. А по поводу актерства, как-то не замечал такого. Ну то есть, чтобы мой сын надел черные лосины и начал что-то читать из Гамлета, такого нет. Вы никогда не хотели бы, чтобы ваши дети занимались актерской профессией? Для меня, как для всякого родителя, важно, чтобы они состоялись. И в профессии тоже. Я не буду настаивать на актерстве, но если у них будет лежать душа, почему нет? Я их поддержу во всем. Самое главное, чтобы они были счастливы, а вы сами какой отец, как вы думаете? Балуете детей или, наоборот, грозный папа? Я хороший папка.
Во всяком случае, по отзывам моих детей и по отзывам окружающих, я очень сильно их балую, особенно своего сына. Мы много играем, я заваливаю его игрушками, книгами, фильмами и мультфильмами. Возможно, даже с перебором. Когда появляется свободное время, чем любите заниматься? Свободного времени мало. И оно в основном занято детьми. Наверное, это и есть мое основное хобби. А в целом я люблю книги, очень люблю кино и много его смотрю. Люблю музыку, люблю рисовать, мы часто с сыном рисуем. Могу в PlayStation поиграть с большим удовольствием. Что-то не замечаю в этом списке спортивных занятий, я просто очень ленивый. Хотя я понимаю, что форму поддерживать нужно. Но в спортзал не хожу. Утром качаю пресс, отжимаюсь. Мне бы хотелось заниматься чем-нибудь еще, но времени нет. Я бы и в зал ходил, и на бокс, например, записался или на восточные единоборства какие-нибудь, на лонгборде научился бы кататься, и в скалолазании себя бы попробовал. Но пока это проблематично, я по вашим ответам заметила, что вы человек с юмором. Как это помогает вам в жизни и работе? Юмор – это вообще спасательный круг для человека в разных непростых ситуациях. Порой мне кажется, что я слишком много шучу. Однажды я даже решил, что это сильно мешает работе, и принял решение, что на следующих съемках больше шутить не буду. Погружусь с головой в роль и так далее. Полдня я продержался. Интервью, Павел Савинков.